наша продукция для канадского рынка, она классная по качеству, она очень хорошая по цене, и, естественно, они заинтересованы в украинской продукции, ну, а мы заинтересованы в офигенно большом и хорошем рынке. Рито – это компания, которая, с одной стороны, производит трикотажную классную одежду, а с другой стороны, у нас есть такой слоган «Все в мире связано», поэтому мы своей продукцией и в прямом, и в переносном смысле по-хорошему связываем людей, страны, континенты. Компании 25 лет с момента ее регистрации, и она начиналась с 2 человек и с одной огромной мечты, которые были уверены в ее воплощении, реализации, сделать компанию, популярную, известную компанию, которая бы производила классную одежду и одевала много украинских и не только украинских женщин. Первый раз уже вот так серьезно на вопрос экспорта мы посмотрели 2 года назад, когда у нас появился потенциально серьезный партнер из Литвы. И вот с легкой руки мы поехали, участвовали в выставке, и уже у нас 1,5 года работает магазин в Вильнюсе, очень успешно. Мысль попробовать свои силы в Канаде возникла, потому что Канада – это, наверное, одна из стран, где больше всего диаспора украинская. И, естественно, всегда проще пробовать свои силы, когда есть люди, которые к тебе настроены позитивно и доброжелательно. Делали показ в Канаде, это, наверное, было лет 6 назад. Совершенно случайно одна канадийка с украинскими корнями проходила мимо нашего магазина, увидела украинскую коллекцию, как раз это было на юбилей независимости Украины, и у нее возникла идея сделать показ в Канаде. Я сама не ожидала, что настолько эта одежда будет принята не только этническими украинцами, но и канадцами. После бизнес-форума, который состоялся в июне, мы делали показ, очень хорошая была организована фэшн-программа, и очень хорошие были уже предложения, очень хорошая была реакция и от украинцев, и от канадцев. Сейчас мы уже на стадии подписания контракта и отправки партий. То есть мы довольны тем, что в качестве партнеров у нас, помимо того, что это украинское есть этнические, украинцы этнические, но и есть канадцы. У них бизнес делается намного легче, он у нас намного больше формализован, у нас очень больше документов, вопросы, например, оплаты просто кредитной карточкой, для них, естественно, для нас это уже сложности, для банковской системы, для таможни, то есть обязательно нужны банковские реквизиты, то есть они не могут проплатить карточкой, вопросы валюты. Они считают, что может быть, они в какой-то степени правы, что они покупают ваш продукт. Все остальное это уже, по сути, не проблема, оно все должно решаться легко, а у нас, к сожалению, эти вопросы легко не решаются. Мы находим какие-то компромиссы, где-то они идут навстречу, где-то мы усложняем свои процедуры, и где-то мы пытаемся пойти им навстречу. Ну, то есть наша задача сделать первые шаги по пути взаимопонимания и выстроить нормальный бизнес. Каждый телефонный разговор у нас начинается с того, ну как вы думаете, когда уже будет договор в силе? И мы обнадеживаем их, что вот, буквально несколько поставок, а потом это все будет дешевле, это все будет легче. То есть, естественно, это все удешевляет продукцию, естественно, сокращает путь к конечному потребителю и увеличивает и поставки, и объемы поставок, и расширяет поле деятельности для украинского бизнеса на территории Канады. Несложно быть женщиной-экспортером. И вообще средний и малый бизнес вообще двигают женщины, потому что женщина по своей природе,
Она человек, во-первых, эмоциональный, во-вторых, целеустремленный, настойчивый и очень трудолюбивый. И поэтому любой человек на 80% состоит из эмоций. А любая бизнес-ситуация, она в первую очередь не всегда решается рационально. Она сначала решается в личностной плоскости. То есть ты всегда стараешься найти взаимоотношения с партнером. И это легче сделать женщине. Бизнес воспринимаешь как дело своей жизни, а не просто как какая-то просто часть твоей жизни, отъемлемая такая. Знаешь, с 9 до 6 у меня бизнес, а с 6 нет. Ты этим живешь, это твое дело, но самое главное, чем отличается вот я к своему уже состоянию работы в бизнесе, пришла к выводу, что женский бизнес отличается от мужского чем? Потому что ты бизнес создаешь как в кайф. И здесь очень важный момент – кайфовать в этом всем. Ты его развиваешь, но ты кайфуешь. Но ты не развиваешь бизнес, когда бизнес кайфует от тебя, когда ты приносишь себя в жертву бизнесу. Для организации производства мы сейчас максимально настроены на процесс збережения электроэнергии. Мы сейчас будем переходить на солнечные батареи. Сейчас у нас, например, мы практически отошли от газа. А вот отходы мы и передаем на переработки в плане трикотажных отходов, мы их не выбрасываем. То есть мы их максимально пытаемся утилизировать тоже с какой-то пользой для получения какого-то другого продукта. Это делается там ватин, например, вот с трикотажных отходов. Ощущение красоты – это не только то, как мы выглядим, а от того, что мы чувствуем. И поэтому, особенно для женщины. Поэтому, наверное, и бизнес, с одной стороны, он заключался в том, чтобы создавать красивую одежду, а с другой стороны, дарить позитивную и очень добрую, хорошую эмоцию.